Всем большой привет, друзья! Давайте сегодня вместе приготовим берлинеры. Берлинеры сегодня будут с заварным кремом. Крем на основе манго. Начинаем приготовление. В глубокую чистую чашу отправляю 2 желтка. Сюда же добавляю 20 мл растительного масла, 20 грамм сливочного масла, пол чайной ложки соли, 50 грамм сахара, небольшое количество рома, приблизительно 2 столовые ложки. Все хорошо перемешиваю. Добавляю 350 мл молока, молоко теплое. Тридцать грамм сырых дрожжей. Перемешиваю до тех пор, пока дрожжи не растворятся в молоке. В жидкую молочную смесь добавляю 700 грамм муки. Поверх муки высыпаю чайную ложку разрыхлителя. Замешиваю тесто. Начинающим кулинарам в тесто для берлинеров рекомендую муку добавлять постепенно. Тесто должно быть не забито мукой, мягкое, не липнущее. Вот посмотрите, оно совершенно не пристает к рукам. Тесто вымешивала где-то около 3 минут. Отправляю его в чистую чашу. Чашу смазала растительным маслом. И теперь нужно будет дать тесту подняться. Желательно отправить его в теплое место. Тогда тесто будет подниматься быстрее. Пока поднимается тесто, приготовим заварной крем. Для крема мне понадобится 850 грамм консервированного манго, в небольшой чашечке 4 столовые ложки сахара. Добавляю сюда 37 грамм пудинга. Пудинг ванильный. В каждой пачечке по 37 грамм. Все хорошенько перемешиваю. Добавляю сюда небольшое количество сока манго. Где-то приблизительно 12 столовых ложек. Все хорошо перемешиваю. Кусочки манго нужно будет хорошенько пропюрировать. В кастрюльку с толстым дном отправляю пропюрированные кусочки манго. Добавляю пудинговую смесь. Все хорошенько перемешиваю. Если сухой порошок пудинга не очень хорошо растворился в соке, крем можно пропустить через сито. У меня получилась однородная масса, и процеживать я его не буду. Приготовленную смесь ставлю на плиту. Для того, чтобы крем не пригорел, старайтесь выбирать толстостенную посуду и периодически помешивать. Крем закипел, провариваю 2 минуты и отключаю плиту. В
приготовленный крем добавляю 50 грамм сливочного масла. Все хорошо перемешиваю. Посмотрите, какой красивый крем. Яркий, насыщенного желтого цвета. Крем густой. Как только он остынет, еще станет гуще. Потрясающие ароматы исходят от этого крема. Тесто отлично подошло. Рабочую поверхность припыляю мукой. Выкладываю тесто. Тесто нужно будет раскатать в пласт толщиной приблизительно 2 сантиметра. И вот сейчас нужно будет вырезать кружки. У меня круглая форма диаметром 9 сантиметров. Из приготовленного количества теста у меня получилось 13 заготовок. Каждую лепешечку нужно будет подкатать в шарик. Берлинеры нужно будет оставить еще на подъем. Беру булочку, слегка ее приминаю и укладываю на противень, застеленный пекарской бумагой. Прошло полчаса, берлинеры заготовки увеличились в 2 раза. Пончики буду выпекать в большом количестве растительного масла. Масло разогреваю на умеренной температуре. В разогретое масло отправляю берлинеры. Сначала буду выпекать на одной стороне, а потом переворачивать на другую сторону. С одной стороны берлинеры обжаривала около 4 минут. Переворачиваю на другую сторону. Первая партия берлинеров готова. Выкладываю на салфеточки. Выкладываю следующие берлинерки. И так вот буду поступать, пока не закончу печь все. Рекомендую берлинеры выкладывать на бумажные салфетки, для того, чтобы стек лишний жир. Охлажденные берлинеры начиняю манговым заварным кремом. Я люблю, когда много крема. Сверху берлинеры присыпаю сахарной пудрой.
И давайте теперь вместе посмотрим, как берлинерка выглядит в разрезе. Посмотрите. Берлинеры удались на славу. Мягкое воздушное тесто. Пончики получаются нежные, буквально тающие во рту. Рекомендую и вам приготовить эту замечательную выпечку. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.